Представители знака зодиака Стрелец. Здравствуйте, мои дорогие стрельцы. Таро прогноз. Судьбоносный январь 2025 года. Что случится, что произойдет? Какая тайна откроется? В целом, чего ждать от января месяца? Или что вас удивит, может быть, в январе? И три важных события. Вот такие вопросы мы зададим картам в нашем видео. И астрологически Уран у нас находится в Тельце в январе месяце в ретро-движении. И обещает всему зодиаку, всем знакам зодиака обновление. Это будут, скорее всего, вопросы по основным двум направлениям. Земля и деньги. Земля – это может проиграться у вас буквально вопросы, связанные с вашим жилищем, с местом вашего пребывания, нахождения. Или документы, которые вы тоже по жилью можете подготавливать, оформлять, узнавать информацию. На более глобальном масштабе это может означать, опять же, территории. Увы, меня смотрят люди из разных стран, и вот такие вопросы могут решаться как-то, знаете, как базово, основополагающе. Что-то может быть принято даже в общемировом масштабе, как принятие какой-то сложившейся ситуации. Или пересмотры какие-то могут быть, подписание, опять же, каких-либо договоров или подготовка к ним. И второе направление, это мы говорим деньги, лично для вас это может как ваши активы финансовые или вопросы согласований с банками или кредиты, выплата налогов или какие-то проплаты, которые вам необходимо сделать. Опять же, если на более глобальном уровне, это могут быть изменения в фондовых рынках, это могут быть изменения валютных рынков или изменения в системе взаиморасчета, электронные деньги. Вот в самых разных направлениях январь нам еще только предстоит пережить, но в принципе вот внешняя ситуация, она будет оказывать на нас с вами влияние, нас заставляя как и адаптироваться, так и организовывать свою жизнь по-новому. И Плутон, Водолей, мои дорогие, и это новое вдохновение или больше индивидуальности. Это когда мы можем вспомнить свою мечту и самому себе задать вопрос, а чего же это я так забыл про нее или поставил себя на второе место. Здесь нам предстоит долгий период, 20 лет, когда мы именно отталкиваемся от того, что мы хотели бы осуществить, потому что очень хочется быть счастливым. И где-то Плутон в Водолее, инновационные моменты, многие, которые для нас откроют, как и новые перспективы и возможности, самое главное, там, где мы их прежде, может быть, не видели. Ну, давайте это в целом на январь посмотрим, что нам скажут карты. У нас сегодня две колоды. И на первой колоде что же случится? Или в какой сфере жизни? Что произойдет в январе? Что будет для вас активно проигрываться? Или чем вам, мои дорогие стрельцы, придется заниматься? Какая тема, по мнению карт, может выйти на первый план или будет наиболее актуальна? Итак, что же случится, что произойдет в январе 2025 года? Что вас удивит? Кто или что появится неожиданно в январе? И к чему все это идет? Что исполнится или что вы сумеете осуществить? Какая тайна откроется? В целом, чего ждать от января месяца? И что будет продолжаться с заходом на февраль последующие месяцы? И на второй колоде три важных события, три главных события января для вас, стрельцы. Ну или как направление сферы жизни. Давайте проясним, что же это по мнению карт. Первое важное событие в январе, второе важное событие и третье важное событие. Итак, что случится, что произойдет? Мы не рассматриваем перевернутые карты, это, скорее всего, я неправильно взяла колоду. Мне нечего добавить, карта силы, старший аркан, вы более чем продуктивны. Но по части ваших эмоций или пусть это будет как какая-то ситуация, когда вас могут, кстати, даже провоцировать на эти самые сильные эмоции, мы должны все же сдерживать. Дипломатия – это основной наш
союзник, разъяренный бык и человек как будто удерживает его. Так вот, прообраз в этой карте быка чаще по аркану сила лев проходит. Но это наши эмоции или где-то эмоциональное восприятие разных вопросов. Но, безусловно, ваша сила, ваша активность, когда вы то, что захотите, вы можете осуществить. Но сделать это нужно как-то мудро, грамотно. Может быть, используя те методы, которыми вы прежде совсем не пользовались. Основное направление себе, безусловно, не навредить, адаптироваться к какой-то ситуации, куда-то не торопиться. Потому что спокойствие, и когда мы не проявляем какой-то агрессии или чрезмерной напористости, активности, это вам тоже будет помогать. Но мы спросили, что же случится или в какой сфере жизни. Вы знаете, любая сфера жизни, поскольку старший аркан, у вас может проиграться. Но помните, у вас сильная позиция, мои дорогие стрельцы, в целом на январь. Давайте пойдем дальше, может быть, раскроем, в какой концепции, куда нас ведут карты и что же вас удивит в январе. Ну да, я неправильно взяла колоду. Шестерка жезлов, карта победителя. Ну, не случайно, наверное, и сила выпадает. Значит, какой-то, как минимум, один вопрос вы сможете решить и остаться довольными. Даже если вы какие-то инновационные методы используете. Или даже когда вам придется, ну, где-то не совсем действовать в тех методах, которыми вы пользовались прежде, у вас есть 1000% добиться или решить тот вопрос, который, может быть, у вас уже тянется. У нас все-таки в ретро-движении Уран, помним, это на все знаки зодиака оказывает влияние. Поэтому какая-то нерешенная проблема или вопрос с 2024 года. Это не есть что-то новое, а это, скорее всего, какое-то блестящее завершение. Или когда вы найдете выход из какого-то положения, или словно закроете тот или иной вопрос, расставив все точки над «и». Поэтому где-то удивиться вы можете, возможно, знаете, ситуация подобна той, когда вы длительное время пытались изменить что-то или, опять же, решить какую-то задачу. И сколько бы вы ни предпринимали усилий, у вас что-то не получалось. Так вот, в январе этот вопрос, скорее всего, какой-то закроется. Опять же, в разных сферах жизни мы все разные. Карты не конкретизируют именно какая сфера жизни. Но если оттолкнемся от шестерки жезлов, 6 это всегда вершина нашей активности. По сути дела, это итог. А жезлы – дела, работа, бизнес и деньги. Ну, может быть, и какие-то документы, опять же. Все то, что наиболее актуально будет по ретро-урану в Тельце, как я говорила, до карт. Кто или что появится неожиданно? Еще одна шестерка. Да, это какой-то итог. И 6 чаш, карта ностальгии. Но если мы говорим, кто или что появится неожиданно, человек какой-то появится неожиданно. Могут возобновиться отношения. Будьте внимательны. Где-то, может, карта сила вас приглашает рассмотреть по-новому контакты с тем человеком, с которого вы уже знаете. И человек может сам проявить некоторую активность или, может быть, написать вам. Или, возможно, и вы будете тоже вспомните о ком-то, и вам захочется восстановить те или иные отношения. То есть тут обоюдно может быть решен какой-то вопрос, именно решен, когда мы продолжаем наши отношения или сохраняем наши отношения. Здесь можно помириться, мои дорогие. Но тогда карта сила, где-то вы первую скрипку должны играть. Если вы хотите восстановить отношения, то тоже, опять же, ваша какая-то инициатива все же предусматривается. Может быть, поэтому нам карта сила напоминает о дипломатии и о том, что придется сдерживать свои эмоции. Но вы дважды победители, мои дорогие стрельцы. Как чаша – это наши чувства, это любовь, это отношения. И неважно, кто меня смотрит, человек семейный или вы сейчас находитесь в сольном варианте. Здесь может какая-то дружба вернуться. Есть какой-то человек, словно карта говорит, который для тебя важен, в принципе, и отношения могут быть продолжены. Ну и вторая победа по части дела, работы, бизнес и деньги. Во всех сферах жизни можно получить какой-то очень приятный, более чем результат. И к чему же все идет? Интересно. Королева мечей. Вы можете оформлять
документы, вы можете подумать о том, чтобы оформить ваши отношения. Идет все к тому, что, может быть, и вам предстоит еще столкнуться с человеком, который, ну, достаточно такой холоден, эмоционально беспристрастен, которого вам сложно понять. По этой карте, если мы говорим, все же ваш расклад, и эта карта выпадает вам, к чему все идет. Это карта независимого человека, но это та независимость, когда мы никому ничего не доказываем. Королева мечей, помним, что прообраз в первых картах — это Юдивь, та, которая никому ничего не объявляла, не афишировала и проделала великий исторический факт, будем говорить, за счет чего она и вошла в историю в одиночку. И она рассчитывала сама на себя. Но буквально молчание золота где-то помогает. И когда мы хладнокровно оцениваем любую ситуацию, даже ту, которая нас застает врасплох, к чему идет? Может быть, это вы как перезагрузку для себя самого в январе, ну, где-то осуществите, потому что понимаете, что мои эмоции мне часто мешают. И вот эта карта силы, она трансформируется в продуманность ваших действий, и вы увидите, безусловно, к чему идет. Вы будете видеть больше возможностей, мои дорогие стрельцы, там, где вы их прежде не замечали. Вас будут удивлять как раз те моменты, почему, или вы можете себе задавать такие вопросы, почему я раньше этого не видела или не видела, то, что было очевидно, почему я раньше этим не пользовался. Вот такое тоже может быть. И это для вас откроет новые возможности, потому что эта внутренняя перезагрузка нам позволяет увидеть вещи, людей, какие-то события, которые нас окружают, или обстоятельства, в которых мы находимся, совершенно с другой стороны, с другой позиции. И это дважды усиливает ваши позиции. Идем дальше. Что же у вас исполнится, что вы можете осуществить? Восьмерка кубков, мы находим выход из сложного положения. Да, вы можете осуществить переезд. Мы можем продумывать, подготавливать документы или собирались вы в одно место ехать, мы можем все равно оставить желание переехать, но рассматривать какие-то другие, может быть, города, страны или само по себе жилье. Все зависит от того, куда вы собираетесь перемещаться. И вы, поверьте, найдете как раз не один более интересный способ, потому что если у меня не получается что-то одно, я как будто бы это дело переиграю. Ведь ретро-уран, все то, что у нас проходит с приставкой переделать или пересмотреть, контракты, соглашения, какие-то важные бумаги, документы, вот здесь будет проигрываться великолепно. Мы ищем выход, по сути дела, и мы его находим. Для тех, мои дорогие, у кого не сложилась какая-то прежняя история, и она для вас представляет какую-то чрезмерную эмоциональную нагрузку. С учетом карты силы, я имею в виду именно личные отношения. Может быть, тот союз, который фактически уже распался, но еще остались ряд вопросов, которые вам нужно закрыть, прояснить. И общение какое-то тоже может быть в последующем у вас вынуждены вы продолжать. Ну вот, значит, вы найдете какие-то общие точки взаимодействия, причем такие, когда и овцы целы, и волки сыты. Вы найдете выход, опять же. Для кого-то вы проясните ваши отношения и, может быть, окончательно поставите в них точку. И если не осталось уже ни романтики, ни вдохновения, ни взаимопонимания, ну, мы все же все разные. Но выход, повторяюсь, из любой патовой ситуации. Ваша сильная позиция вам помогает найти. Но это именно где-то через работу над собой, через видение обстоятельств, повторюсь, совершенно в другом ракурсе или в другом ключе. Выход будет найден. Или вы можете сделать важный выбор, мои дорогие, что исполнится. И, может быть, вот как раз, когда вы с точкой для себя определите, чего же я хочу и как я готов действовать. Или насколько глубоко вы готовы продолжать те или иные отношения. Насколько глубоко вы именно готовы вкладываться либо во что-то, либо в кого-то, если мы говорим отношения тоже. Или насколько хватит ваших усилий. Вот такие вопросы, которые мы отталкиваемся от себя, от своих намерений, целей и возможностей. Вы приведете в январе в баланс.
Поэтому и позиции ваши сразу многократно усиливаются. Какая тайна откроется? Все то, что я говорила, весь расклад, день сурка какой-то должен у вас закрыться, закончиться. Нам показан зверек, который вылез из своей норки, и вроде бы он осматривается так осторожно и обдумывает, что же мне, остаться здесь или нырнуть обратно. Вот такой выбор. Или перед таким выбором вы будете стоять в январе. Понятно, что это аллегорически, но значит есть какой-то вопрос, который, если переложить эту карту на то, что вы чувствуете, это какое-то замешательство, когда вы, правда, ищете выход по какому-то заданию, задаче или в той или иной сфере жизни. Но если мы говорим, какая тайна откроется, да, может прийти какая-то информация, может прийти предложение, но, мои дорогие стрельцы, прозрение какое-то, вот по этой карте, какая тайна откроется, мы понимаем, что мы просто словно шли не туда. Или, может быть, долгое время были в одиночестве, или долгое время на что-то не решались. И это нас тормозило, это нас задерживало. Что реально препонов, преград у нас нет. Стоит немного поверить в себя и искренне захотеть быть счастливыми. И мы можем осуществить такие глобальные перемены в нашей жизни, о которых, ну, можно только мечтать. Ведь посмотрите, аркан сила и 2 шестерки. Да, вам совершенно необходимо будет поменять внутренние энергии в позицию королева мечей. Но, видимо, это необходимо для того, чтобы закрыть ряд вопросов. Пока мы что-то для себя не определим, мы словно на распутье. И вот это распутье или какая-то развилка, или когда мы топчемся на месте и не можем никак с чем-то определиться, это должно завершиться в январе месяце. Чего же ждать в целом от января месяца? Ну, посмотрите, какие замечательные карты. Есть уже, даже если вы сейчас в сольном варианте, все карты говорят о том, что, ну, как минимум, какая-то дружба должна быть продолжена, какие-то отношения. Есть тот человек, который вам интересен, которому интересны вы. Может быть, и человек хочет с вами продолжить отношения. У кого-то эта карта будет просто говорить о вопросах дома, места вашего пребывания, вопросы, связанные с вашими детьми. Для людей семейных это ваша семья, это ваши отношения. Но чего ждать? По максимуму десятка чаш. Карта счастья, карта радости, карта вдохновения, каких-то приятных и добрых событий. Нечего добавить. События, которые будут продолжаться. Ну, правда, по двойке жезлов есть все же какие-то контакты, которые должны быть продолжены. Мы не можем, ну, буквально как бы в январе месяце что-то разрушить и начать строить с нуля на руинах. Нет. Мы должны оттолкнуться от того, вы, мои дорогие стрельцы, что вы умеете делать хорошо, или в чем вы специалист, или, может быть, отношения, какие-то контакты будут плодотворны, перспективны, или какое-то сотрудничество, партнерские отношения, какой-то ключевой партнер есть в вашей жизни, когда он может вам служить не просто добрым дополнением вас самих, а когда вы будете смотреть в одном направлении, когда что-то удивительно хорошее и одновременно благополучное может на этом союзе получиться в дальнейшем, в 2025 году. Важные события, 3 важных события. Ну, наверное, главная задача выйти из периода ограничений или тот период, который мы так чувствуем. По 8 мечей это нам так кажется. Мы находимся словно за каким-то забором. И вот этот день сурка никогда не заканчивается. Пока вы на что-то не решитесь, будут продолжаться ощущения, что мне все время что-то мешает. Или мне обстоятельства не позволяют что-то исполнить. Вы можете чувствовать, что весь мир словно настроен против вас. Но поверьте, это ваше внутреннее ощущение. Ведь 8 мечей нам как нельзя лучше демонстрирует ту ситуацию, в которой мы сейчас находимся. И что нам нужно сделать? Для начала открыть глаза и увидеть, что забора как такового нет. Вот эти 8 мечей – это ни о чем. Веревка, которая кажется девушке, связаны руки. По сути дела, она вот свободные концы.
Стоит только открыть глаза, ничто не мешает снять повязку с глаз. И после снять, как и веревку с рук, да и мечи сложить в сторону. Нет каких-то реально для вас препятствий. И вот это вам важно знать или как важное событие. Мы можем долго находиться в таком состоянии, мои дорогие. И, видимо, для вас выход из какой-то прежней ситуации или пересмотр вашего сегодняшнего положения, задать себе вопрос, в чем мои ресурсы, может быть так. Или на что-то решиться, наконец, мои дорогие. Стрельцы, задача января. Четверка пентаклей, когда тоже ничего не происходит. Ну, может быть, это первые шаги после того, как мы снимаем всю же эту повязку и пытаемся осмотреться. Ну, тогда я могу сказать, постепенное нарастание вашей силы. Для кого-то проиграется так. Для кого-то из вас четверка пентаклей будет говорить, что вы и будете решать вопросы, связанные с недвижимостью, связанные с вашим благополучием и связанные с деньгами. Это карта жадины, когда мы больше думаем о себе или о своей семье, или о том, что мы хотим сохранить. Но все же есть и другое значение по этой карте, что, ну, становясь чрезмерно материалистичным, мы сами себя ограничиваем. Здесь нужно вам соединять возвышенное и земное, мои дорогие стрельцы. Третье важное событие. Шестерка пентаклей. У вас, если в целом, на две колоды, на все карты, которые вам выпали, третья шестерка, третья победа. И деньги, и работа, и любовь, личная жизнь. Вы что-то можете для себя решить, это первое, и начать организовывать. При этом быть адаптивно готовым к тому, что обстоятельства могут меняться. Может быть, и вам что-то будет не нравиться. Вы хотели бы, чтобы ну, какой-то вопрос решился именно в том ключе, как вы себе это представляете. И карты нам говорят, этого не произойдет на 100%. Все же мы все время контактируем с людьми. Поверьте, каждый из нас хочет того же самого. Но от того, как мы сумеем договориться, будет зависеть наше счастье. Будут зависеть те контакты, которые мы будем продолжать. Дипломатом быть стоит, безусловно. Это многократно усиливает ваши позиции, силу, самое главное. И высшие силы вам тоже помогают. Часто по шестерке пентаклей идет как удача или помощь высших сил. И здесь могут быть конкретно как важное событие получение денег или чья-либо помощь. Кто-то может прийти вам на помощь. По этой карте важное событие. Все же вверху четверка пентаклей. Я бы сказала, к вам тоже могут обратиться с просьбой одолжить денег. Но я не могу сказать по этой карте, что мы кому-то одолжаем деньги. Может быть, как ценный совет или проявить участие в жизни какого-то человека. Мы должны оттолкнуть вот так каким-то жестким ответом «нет». Нет, карта этого не предусматривает. Но и карта говорит, помни, рука дающего завтра может стать рукой просящего. То есть насколько вы ресурсны, насколько вы готовы, может быть, по части приобретения жилища. Вот, к примеру, да, если у кого-то на повестке стоит подобный вопрос. Вы хотите приобрести, допустим, жилье, которое одной стоимостью, и оно дороже, оно вам больше нравится. Но какая-то реальность вас вынуждает быть дипломатом и просчитать, оставить, может быть, некоторую сумму для того, чтобы произвести ремонт или чтобы адаптироваться в данной местности. Поэтому возвышенное земное вам, правда, придется в январе месяце соединять. И это потребует от вас как некоторых новых мыслей. Новых мыслей я имею в виду поступать не так, как вы бы поступили, может быть, прежде. Не надеяться на авось, надеяться, опять же, на самого себя или саму себя. Не думать, может быть, что если у меня сейчас получается сделать что-то очень хорошо, то после этого я могу расслабиться. У вас 3 шестерки. И когда выпадает 6, мы должны продолжать контролировать или удерживать эти энергии, потому что мало достичь какой-то высоты. Ее еще нужно удерживать. Вот и вам придется удерживать вопросы в отношениях, вопросы вашего благополучия. Или, как я говорила по Урану, в Тельце,
Это вопросы, связанные с местом вашего нахождения и все, что к этому прилагается, документы или конкретное какое-то место. Ну и по части денег быть не чересчур материалистичному, а рассматривать вопросы с позиции «что это? Ценности или цена?». Перекладывайте на себя, мои дорогие стрельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.